Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на август 2025 года для восходящих козерогов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте говорить о тенденциях августа для восходящих козерогов. Первое событие, которое у нас состоится в августе, будет касаться непосредственно напрямую вас, потому что 9 августа будет полнолуние в вашем первом доме гороскопа, в доме вашей личности. Полнолуние в первом доме гороскопа касается непосредственно вас самих, вашего здоровья, вашего физического самочувствия, вашего тела, имиджа, репутации. Поэтому в период полнолуния могут происходить события, которые меняют ваш имидж, меняют вашу репутацию, меняют ваш статус. То есть это может быть, допустим, замена паспорта, смена работы, может быть смена гардероба, какие-то медицинские процедуры и так далее. И полнолуние в первом доме гороскопа может влиять еще и на вашу личную жизнь, то есть могут происходить какие-то перемены в личной жизни. Но тут я не могу сказать со знаком плюс или со знаком минус, я бы сказала нейтрально. 11 августа выходит в вашем седьмом как раз таки доме гороскопа, в доме брака и личной жизни, из ретроградного движения Меркурий. И Меркурий еще в вашем седьмом доме гороскопа будет до 30 августа. И выход Меркурия из ретроградного движения — это период, когда могут разрешаться какие-то вопросы, может появляться какая-то ясность, связанная с теми делами, которые вот здесь у нас сигнифицирует Меркурий, и которые могли застопориться, когда Меркурий начал свое ретроградное движение. То есть это выяснение информации, либо договоренности какие-то, либо помощь вашим партнерам по браку и личной жизни. Либо это может быть поиск каких-то партнеров по браку, личной жизни, то есть знакомства личные такие. Либо может быть поиск партнеров для бизнеса, либо может быть поиск каких-то клиентов. И если у вас, например, вы вот почти договорились, потом раз, и человек пропал. Сейчас у вас период будет для завершения таких вопросов. Также это период для завершения вопросов, связанных с совместным делом каким-то, может быть, совместными походами на спорт, либо совместной борьбой против чего-то, против каких-то правил или еще что-то такое. Кроме этого, это могут быть еще совместные походы к адвокату, к нотариусу, в государственные органы власти. И, может быть, вы сейчас уже будете завершать какой-то процесс. При этом с 16 августа по 16 сентября Солнце будет идти по вашему 8 дому гороскопа. Солнце будет идти по своему собственному знаку, по 8 дому гороскопа. И транзит Солнца по 8 дому гороскопа — это антикризисный менеджмент, когда мы начинаем решать срочные вопросы, вопросы, которые, непонятно откуда они взялись, то, на что мы не рассчитывали, когда у нас весь график расписан, когда мы знаем наперед, что мы будем делать через неделю, через два, появляются какие-то обстоятельства, которые меняют все наши планы, срочно все переделаем, срочно все начинаем делать по-другому, может быть, кому-то помогать, но больше такое, знаете, антикризисное управление, когда мы всех направляем, кому что надо делать, кто куда пойдет, кто что будет решать. Вот это тенденция по Солнцу. Также Солнце в 8 доме гороскопа может выявлять какие-то тайны, выявлять какие-то скрытые обстоятельства. И еще это период, когда ваш партнер может получать более высокий доход. Партнер по браку и личной жизни, либо, может быть, вы можете получить какой-то ресурс от других людей в виде финансовой помощи, видимо, в виде продуктовой, допустим, помощи, вещевой какой-то помощи и так далее. А с 20 августа по 14 сентября по вашему
7-му дому гороскопа пойдет Венера. И это прекраснейший транзит, который укрепляет сразу 2 сферы жизни. 3, можно сказать, это сферу детей, сферу обучения, творчества, сферу личной жизни, сферу работы, карьеры и статуса. Транзит Венеры по 7-му дому гороскопа создает сразу несколько классных комбинаций. Первая комбинация – это на влюбленность, поэтому если вы не в отношениях, то у вас в этот период может появиться какая-то влюбленность, чувство влюбленности, чувство эйфории. Но также в отношениях вы можете, если вы в отношениях состоите, можете обсуждать свои планы на отдых, планы на детей, планы на какие-то подарки, может быть, посещение каких-то мероприятий, на учебу совместную. Кроме этого, транзит Венеры по 7-му дому гороскопа создает комбинацию на получение статуса через партнерство. И это напрямую может быть у кого-то из козерогов период для подачи заявления на регистрацию брака, либо на регистрацию брака. Также это может быть смена, допустим, наименования, например, отдела, или что-то поменяется в каком-то отделе, в котором вы работаете. Что-то такое может быть. Но в целом это хороший период и для укрепления отношений, и для укрепления отношений в команде, налаживания каких-то связей. В общем, очень хорошо. 23 августа состоится новолуние в вашем 8-м доме гороскопа. Новолуние в 8-м доме гороскопа все про то же, про какие-то тайны, про какие-то, может быть, неожиданности, про разрешение каких-то ситуаций, которые были от вас скрыты, вскрываются какие-то ситуации, которых вы не знали. Но будет это со знаком плюс, либо будет это со знаком минус, невозможно предугадать, потому что новолуние, как и полнолуние, в 8-м доме гороскопа чаще всего какой-то сюрприз. Это может быть и подарок какой-то, это может быть и новость, которую нам звонят и сообщают, которая нас вообще не касается, но каким-то косвенным образом мы должны об этом знать. В общем, какой-то сюрприз. А с 30 августа по 15 сентября Меркурий будет идти по вашему 8-му дому гороскопа. Вот этому самому дому кризисов, рисков, неожиданностей и каких-то вот сюрпризов, чужих денег, чужих ресурсов. Меркурий создает тенденцию на то, чтобы, во-первых, у вас может немножко даже поменяться уровень оплаты труда. Может быть, вам повысят зарплату, либо вы будете об этом разговаривать, но это будут тайные переговоры. Также это могут быть какие-то исследования в работе. Кроме этого, это может быть, знаете, то, что у вас было хроническое и не решалось, хронические какие-то процессы. Я не говорю сейчас исключительно про здоровье, я говорю про те процессы, которые, знаете, оно хлипко как-то, но не ломается, либо не требует срочного вмешательства, пускай так и будет. И тут нужно будет срочно решать какие-то вопросы, которые были вот в такой хронической стадии. Как будто бы вот пластырь там наклеен, и ладно, и пусть оно там стоит, а теперь уже все, как будто бы нужно срочно это все делать, срочно все решать. Также есть тенденция на какие-то тайные переговоры с руководителем, либо с отцом, либо с учителем. Может быть смена руководителя. Скорее всего, даже у кого-то из козерогов руководитель уходит в отпуск, и на вас могут навешиваться какие-то дополнительные обязанности, какая-то дополнительная ответственность, поэтому у вас будут какие-то переговоры, может быть, вам даже за это какую-то доплату небольшую сделать. В общем, каких-то тоже очень много, то нужно будет по этому Меркурию выяснять тоже тайной информации, каких-то тайных вопросов, секретных каких-то вопросов. Может быть, даже договариваться про распределение семейного бюджета, такая тоже есть тенденция. Для кого-то это период погружения в исследования, в вопросы налоговых, страховых, вопросы, может быть, психологии, криминала какого-то и так далее. Но в целом, то есть будет у вас повышенный интерес к каким-то тайным делам. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих козерогов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.